Есть, ребята. Вот в этих корнях она стоит, выглядывая мордой вот сюда. Ну что, салют, рыбачки. Выбрались мы на реку, на красивейшую реку. И не только на эту, но еще и на другие разные речки, которые впадают в эту красивую реку. Приехали с Димой ловить хариуса, форель, может быть головля, что будет попадаться на спиннинге, на ультралайте. Только вышли на реку, сразу увидели, что то там выходит хариус на поверхность. На спиннинге вообще не реагирует. Дима сейчас будет собирать нахлост. У него хорошо, что он с собой есть. Будет пробовать на сухую муху. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и пока он собирает нахлост, я уже вот хариусочка одного все-таки добыл. Ну, братишка попался. Попался. Тихо. О, смотри, красавец, пошел. И туда же, где и попался, блин. Попробуем немножко половить здесь. Сегодня пятница, утро. Потом пойдем на маленькую речку. Поищем немножко форель. Вроде бы должна быть крупная форель. По крайней мере, так говорили. Вечерком заедем в лагерь. Вот в такую клевую избушку. Будем в ней спать. Там у нас будет такая деревенская кухня под навесом. Выходные будут насыщенными и интересными. Что будем готовить, я не знаю. Но что бы мы ни приготовили в этой кухонке, скорее всего, будет прикольно и вкусно. Будем ночевать, 2 ночевки мы в том лагере. Но рыбалка начинается. Сейчас Дима соберет нахлост. Начнем. А ты рыжую поставил? Есть. Ты видел? Видел, да. Я поставил такую с оперением таким большим. О, опять была. Да, Дим. Эта муха ей больше нравится. Пока он ее Он ее притопил. Да, пока он топит, и она намокает очень. Она только сухая должна быть. О, ничего себе. Что-то хорошее, Димыч. Да, он бил. Голавль, да? Ну вот похоже было по чмокам, что голавль. После головля решил муху поменять, да? Да, он сразу в слизи муха. Ее надо просушивать. А, вот так даже? Угу. Что будешь ставить? Не знаю, попробую вот такую. Может быть, хариуса. Попробуем поймать. Как думаешь? Ну, вот такой вот типа клоп, да? Угу. На какой ты узел вяжешь? Какой-то классический у вас? Персик ветный. Персик ветный? Угу. Такой никто не знает. Ну что, выяснилось следующее. Похоже, это были не хариусы выходили, а жерешки маленькие, голавлики, да? Ну, так выходит. Ну, судя по тому, что я поймал. Судя по тому, что я поймал, можно и на спиннинг ловить его. Ну что, попробовали побаловаться немножко хлыстом.
Пошли ловить форель. Ага, только под камень кинул и сразу удар, прикинь. В смысле, даже тянуть не начал. Хорошая рыба, Дим. Очень хорошая. Поздравляю. Супер, шикардос. Зачетная, больше 35. Хорошая, да? Едим или... Нет, пускаем, у нас все впереди. Давай. Мы-то будем надеяться, что это одна из самых меньших, которую мы поймаем. Да. Красавица. Хорошая, да? Что я прям сказал, видишь, там камешек Да. такой, бурун. И вот бурун чуть вправо уходит. Вот сразу за камнем она, видно, стояла, развернулась и вот здесь атаковала. Ага, пошла. Ну, немножко в шоке, но ты же ее ни руками не брал, ничего. Все, пойдет. Не-не-не, не буравь, пойдет, Димыч, пойдет. Сейчас немножко продышится и пойдет. Давай, Мария. Ну давай немножко спровоцируй. О, все, пошла. Ах ты, блин. Фу, хорошая была. Это была хорошая. Не засек. Такая. Вон там, видите, коряга. И вот перед корягой такие завихрушки, белая пена. Хорошо так всандалила. Протащил даже полметра. Крупная, очень была крупная. Стояла под этой вот... выше бревна такая маленькая крыша. И вот она под этой крышей стояла. Вот, наверное, пока что сегодня самая крупная.
Слушай, ну перепад огромный. И та была тоже. Тут стоит. Небольшая хоровичка таковала. Угу, опять. Как привет. Не, ну та большая у меня стояла под корчом. Тини-ни-ни-ни-ни, пошла. Мы на месте в нашем офигительном лагере. Сейчас я вам его по-быстренькому покажу. Наша машина стоит около нашего домика. Сейчас покажу, что в домике. Пока небольшой тут бардачок у нас, но мы с этим сейчас разберемся. Заходим в домик. Что мы тут видим? Вот такие прикольные лежаки бревенчатые с матрасиками. Мы уже тут шмот занесли, мой рюкзак, вот спальные принадлежности, Димины шмотки. Очень приятно удивило то, что здесь есть электричество. Я смогу заряжать нормальную аппаратуру. Есть свет. Такой не яркий, но то, что нам и надо. Вон даже тумбочка прикроватная есть. Ну, короче, клевый домик. Зацените, какие вешалочки. Зачем покупать что-то, если можно вот такие прикольные деревянные сделать? Очень классно. Там вот есть навесик, там какие-то рядом с нами соседи. Приехал на рыбалку женщина, муж ее на рыбалке, вот она здесь отдыхает. Там вот в лесочке есть погребок. Если у вас нет с собой холодильника, есть какие-то продукты, рядом вот с таким мощным, посмотрите, какой мощнейший красивый дуб. Вот рядом с таким дубом находится погреб.
Крыша со щепы. Смотрите. Красиво. Вот такой погребок. Каменный. Смотрите. О, дубак здесь. Реально, ребята. Настоящий каменный погреб. Смотрите, какие стены. Гранит холоднющий. Класс. И, кстати, сухой. Видите, тут такой дренажик в полу сделан. И вот потолок тоже сводчатый. Каменные своды сделаны. Очень здоровски. И запах погреба. Так, пойдем покажу нашу кухню, где мы будем готовить еду. И вечерком пить чаек, а утром завтракать. Самое интересное, конечно, ребят, не это. Позже вы увидите. Приехали мы сюда не ради домиков, хотя это тоже прикольно, а ради речки. Речка очень порадовала. Дико красивая. В таком ущелье. Но увидите все сами. Ну что, заходим на кухню. Как в американский салон. Все здесь такое. Мебелишка. Настоящая деревянная. Посмотрите толщину стола. Вот такой вот стол мощнейший. Ну все, в общем, сделано из такого добротного крепкого дерева. Барные стульчики. Даже для ног подставки вырублены. Зацените. Вот. Стол. Всякие предметы утвари старинные. А вон, смотрите, замерять можно размер, переносить диаметры. Например, вот взял вот этим инструментом, померил диаметр, перенес и сделал копию. Гвоздейка есть. Сети. Оцените, какие весы классные. Работают, ничего себе. Что скажешь? Выглядит очень красивая речка. Не говори. На какую муху начнешь? Ну, начну на ту, которая стояла. Там сейчас летает такая всякая белиберда. Ага, Попробуем. двухкрылый рыжик. Двухкрылый. Если что, третье приделаем. Блин, ребята, речка фантастика. Уровень, правда, не очень высокий. Вот здесь, где камушки и песок, обычно тоже вода. Но речка довольно широкая. Есть ямы. Вода очень прозрачная, очень шикарная вода. И очень много потенциальных мест, где может прятаться форель и крупная форель. Вот там вдали, видите, на камне растет такой зелененький кустик. Периодически выходит хариус. Дима пошел нахлостом его пробовать добывать. Ну я, пацаны, по старинке спиннингом. Мы вообще сегодня не планировали уже больше ловить. Думали, сейчас костерок, готовочка, туда-сюда. Но, блин, увидели речку, и это что-то с чем-то. Сейчас 5:30 вечера. Хотим посмотреть, будет ли клевать сейчас. Хотим посмотреть, как будет себя вести рыба ближе к вечеру, ближе к закату. Сготовить можно и по темноте, тем более свет на кухне там есть, все в порядке. Все, не терпится, ребят, надо закидывать. Сначала буду пробовать на вертушку, на понтончик. Потом буду смотреть по ситуации, может быть, воблера пущу в дело. В общем, погнали.
Хорек. Хорошенький. Были больше? Ну что, ребят, у меня один маленький хариусенок сошел. А у Димы уже 5 хариусов. Вот что значит. Сегодня нахлост предпочитает рыба. Пойду сейчас попробую выше. Да и, в принципе, потихоньку надо в лагерь. Дима обрыбился, нормально, поймал. Это тоже хорошо. Вот. А я еще попробую выше. Ну и завтра весь день у нас здесь. Весь день. Потому что мы завтра ночуем тоже здесь. Поэтому завтра мы тут будем до опупения, до посинения, до обрыбенения. Погнали. Удар. Ребята, был удар. В струе вот там. Судя по всему, хариузок. Вертушка пока что не особо работает. Белая, по крайней мере. Поставлю воблерочек, попробуем на него. Вот там сейчас было пару выходов хариуса. Бросал туда воблер. 0 реакции. Буду ставить, ребятки, вертушечку. Вертушечку на хариуса. Поставим такую поменьше, мою любимую. Лучше всего хариус у меня ловится вот на, ну, угадайте на что, на что, вот на что, вот на это. Вода очень прозрачная, может быть, надо флюрокарбон поставить. Вроде леска тонкая, не видно ее особо. Ну, давай, дружок. Ты же любишь эту вертушку. Ну, давай. Ну, ни в какую, ребята. Перепробовал я уже разные вертушки.
Перепробовал разные цвета вертушек. Поставлю воблер, причем вот такой вот темного цвета с оранжевой головкой. Пока что не особо у меня удается поймать рыбу. Вот пробовал вот на эту вертушку ловить, маленькую такую ручной работы вертушечка. Пробовал на серебряную ловить, пробовал на такую серебряную ловить тяжелую, пробовал на медную хариусную, пробовал на колебалочку, вот на такую серенькую. Ну, пробуем на черного воблера. Ну вот, у меня на этой реке пока первая рыбка, причем радужная форелька. Не ручевая, а радужная. Пробуем дальше. Ух ты! Выходок. Выходок был. Еще удар. О! Вот так она выглядит, радужная форелька. И вот так она уплывает. Ух ты, сорвалась. Ну, в общем, такие дела. Зашел в ручеек, который впадает в эту реку. Одна за другой запарился отпускать, честно говоря, жалко мне их. Они так жадно берут. У меня еще тройники стоят. Короче, как бешеные эти маленькие радужки. Хватают одна за другой. Вернулся обратно на реку. Не знаю, почему на реке не берет. В ручье была вода мутнее. А здесь прям очень прозрачная. Сейчас не видно на камеру, потому что солнца уже нету. Уже вечер. Буду пробовать завтра флюорокарбон ставить. Может быть, леску видно, хотя она очень тонкая. Ну, шнур я имею в виду. Не знаю. Но места красивые. По реке ходить удобно, приятно. Особо через кусты ломиться не приходится. Продолжаем разведку. И, в принципе, надо уже идти, наверное, в лагерь, потихоньку готовить еду. Жрать охота просто бешено. Ой. Вон там еще обкидаю. Вот под тот куст и под тот камень еще пару забросиков сделаю и пойду в лагерь. Ух ты! Что-то неплохое, ребят. Ну, смотрите, какой. Ну, срывайся, друг.
Кариусочек. Смотрите, какой. Пошел. Все, ребят, пошли в лагерь. Дим еще нету. Наверное, уже наверху. Один кариусочек есть, и на том спасибо. Горе рыбак, не? Ладно, посмотрим, что будет завтра. Все, это можно убирать. Ох, красота, блин, Димон. Да. Включи музыку. Не ловит. Смоки? Смог есть скататься. На зину как горшу. Так. Ох, Дима, Дима. Центыряк. Разве можно о чем-то большем мечтать, да? После целого дня, проведенного на рыбалке. Пройденных 14 километров.
14 километров маханули, с учетом того, что еще в 5 утра с Риги выезжали. Тяжелый день был. Я еще так навернулся, блин. Жаль, не заснято. Ну, Пельмени это так. Весь день рассчитываешь, что у тебя уйдет на лепку. Слушай, середина июня, да? Слушай, а не было такого, чтобы Хариус там прям лупил в твою муху? Тоже так. Как бы мазал, как будто, знаешь, не сожрать ее хотел, а просто побить. На самом деле я даже здесь заметил, когда спустился, паденка падает, и он не всегда ее топит, не всегда по ней попадает. Такое ощущение, что ему интересно просто сам факт вот этого падения паденки, а ему подняться и вот то ли там ее притопить, понятно, по возможности. Будто он, типа, знаешь, держит себя в тонусе, тренируется просто. Да, как игра какая-то. Вот. И действительно, там вот я когда тоже на сухую мушку кидал, там получается он выходит и больше мажет, чем попадает по ней. Какой-то вот, может быть, даже он наевшись, что... но у него инстинкт все равно понимаешь, вот, есть, ему надо все равно еще выйти и вот ударить по ней. Если бы он был, Димыч, прям вот именно голодный, когда Хариус жрет, кидай ему любую вертушку, любую белую, мушку, черную, золотистую, любую. Угодно, да, любую. И размер любой, понимаешь? Да. Вот, поэтому что-то как будто бы либо жора нет, либо он действительно переевшись. Прям, хорошо поел, короче. Да, так посмотри, да, ты вечером видел, что тут творится. Паденка просто, как дождь падает. Да. Как снег. Как снег. Знаешь, строение, где есть какие-то симметрично расположенные отверстия, да, или окна, всегда напоминают какое-то, может быть, лицо там человека или там животного. А здесь знаешь кого? Собаку какую-то. Собаку, мопса, смотри. Мопс. Да, точно, мопс, это мопс. Посередине нос большой, да? Да, и причем у него, видишь, левый глаз подзакрыт, а правый, зрачок видно. Левый слезится. Слезится, да. У него конъюнктивит. От дыма слезится. От дыма, дым-то туда, от костра. Да, именно. Димыч, а где ты здесь третий этаж увидел? Я что-то не понял. Во-первых, я увидел выключатель вот там. Посмотри, вот там. Сейчас гляну. Это первое, что я видел. Все, понял. Там третий этаж. Да. Я потом подумал, для чего там этот выключатель? То есть там тоже матрасы можно? То есть там наверху, наверное, 4 человека могут спать. Ну, ты можешь залезть посмотреть. То есть получается, что здесь 4 человека внизу, и там 4 человека могут залезть. Ну, там им более комфортно, они, прижимаются друг к другу. Слушай, я включу свет, посмотрю, что давай. там. Ты-то помоложе, чем я. Ой, что ты? Ну как там? Там жирно, Димыч. Да, ты сегодня там будешь 4 спать? человека спокойно могут поместиться. И я там, верю. И там так уютненько, там это, знаешь, крыша из щепы. Слушай, самое главное, чтобы там шершни не завелись. Ты так интересно рассказываешь, что я даже вылезу из своего спальника. Интересно, как там. Слушай, да, прикольно. Да. Можно лежать в полный рост, смотри. Да. Смотри. Соседи есть. Все-таки. Все-таки есть, да. Не зря она тут летала, да, эта оса? 2 уже летала. 2. Это если кто-то плохо себя ведет, он головой туда спит. Это кто рыбы больше всех кто поймал. Не поймал рыбу? Кто не поймал? Залазить гораздо легче, чем слазить, да? Да, ты посмотри вниз. О, нифига себе, высота. Я тебе скажу, да. В принципе, лучше на 3-м этаже пьяному не спать. Да, или бортик установить. Или бортик, да. Всегда найдется решение, да, Димыч? Да, это точно.
достаточно А, ли ты была видел, да? высота струи? Ты видел, да? Струя Ну, мастерски. Ни капли мимо. Молодец. Можно было выше еще попробовать, но потолок. Но было такое Было желание. аэрозольное небольшое такое, знаешь, воспаление. Ну, на камеру не видно. На камеру не видно. Мы только могли ощущать это. Да. Приятное побрызгивание. Кипятком на лицо. Так, Димыч, ну смотри, что у нас есть сегодня. Что ты выбираешь? Я уже выбрал. Вот это. Это, да. Острая лапша. Мне Суп. будет- Смотри, вот суп я буду Ну, острый. прочистить. Спайси нудл. Чикен Макароны нет. нудл. То есть макароны у нас есть с курицей. Говяжье спагетти болоньезе. Грибная картошка с беконом. А ты будешь острый суп. Давай, я буду острый суп. А ты типа ногой подвинул немножко полено, да? Нет, я ничего не делал. То есть костер горит 6 часов? Ну, когда я проснулся, он только дымил. Сейчас смотри, горит. Я вижу, я думал, ты полежка подкинул. Нет. Ну, он просто в режиме ожидания был. А, правильно, ты его на таймер тоже ставил, да? Будильник же не только для нас был. Ну, костер тогда проспал. Потому что мы когда встали, он только дымил. Разжигался, что как. Ага. Ничего Смотри, себе. морковка, да? Это только на терке, да? На терке. Я думаю, не на терке, квадратиками нарезанная. Ну, вот, то есть прямоугольнички. Робот резал. Брусы. Моркови-рез? Они такими брусами нарезаны, что если бы ты около муравейника высыпал бы, они могли из брусов бы такой срубик маленький морковный сделать. Морковник. А в тяжелые годы могли бы сожрать этот дом. Могли. А могли вместо шпал использовать и железную дорогу проложить. Маленькую. Туда, внутрь муравейника, узкоколейку, Да. перевозить что-то. Ну что, ребятишки, доброе утро. Мы немножко решили поменять участок реки, переместились в другое место, на ту же реку. Тут уже совсем река другая. Вот так она выглядит. Но явно кто-то там в той яме должен скрываться. Пока что буду пробовать вот на такую колебалочку. 5 грамм с одинарным крючком. Попробую туда в корни закинуть. Там какой-никакой тенючек есть. Пока что мелко, Димыч. Пока что мелко. Пока даже нет смысла кидать. Я сказал, что с той стороны такими странно закидывать.
Пока что ищем ямы. Идем по лесу и периодически выходим к реке. Потому что по реке передвигаться тяжело, она очень заросшая. И постоянно завалы на ней. Смотрите, как дерево подработали. Сухое. Красиво. Короче, ищем места с ямами. Пока нет смысла кидать даже. Я так вообще должен это сам. Нужно искать четко только ямы, которые при нормальном уровне минимум 1,5 метра. Сейчас мы метр хотя бы, чтобы было, да? Стой, ничего не делай. Что? Она за блесной шла. Да. Он не укололась. А ты уверен, что она туда ушла? Да, она просто развернулась. Сейчас, я не знаю, вышла оттуда. Слушай, я попробую выше крыши кинуть. Ты видел? Блядь. Подожди, сейчас. Какой размер? 40 плюс? Около 40, да. 35 минимум было, но была толстая. Ну, соответственно, местности и условия позволяют быть не длинной И худой. и худой, и быстрой, а просто толстой торпедой. Да, вот это место, где комфортно находиться. Ямка, да? Это вот там еще. Ну да. Там место, конечно, огонь. Там она не одна была, Димыч. Вот она, может быть, даже там стояла. Там, получается, камень. Вот это да, Димыч. Щука. Щука? Блин. Еще и покусанная. Слушай, ну выглядела, Димыч, так, что у тебя там форель на кило. Хорошо, она прямо вот за крючки взяла. Офигеть. Ну слушай, со стороны выглядело, что это что-то гигантское у тебя. Да. А это просто щука на полкило. Забирай ее, Дим. Да, блядь. Сейчас надо.
Ну, ребят, вот это. Вот это размерчик. Хорошенький уже. Сейчас положим пока в воду. Придет Дима, замерим рулеткой. Ну чё, похоже ямка там все-таки. Сейчас еще сделаю пару забросиков. И потом подойдем, посмотрим, какая там глубина. Где стояла она. Но пару забросиков надо еще сделать. Сейчас стою, вот рюкзак положил. Такой запах смородины. Просто обалдеть. Черная смородина. Нарву с собой. Вечерком заварим чаек с черной смородиной. Вкусненький. У костерка. Ну, давай потихонечку. Кто-то ее бил, тоже делаешь. Все, пошла? Пошла, куда? Нет, пошла. Подожди. Не хочет. Не хочет из пасака выходить. Пошла. Где она? Под камень сразу. Под камень спряталась? Ну что? Знаешь, начиналось все так сегодня, что я думал, что такую мы даже такую не возьмем. А взяли не только такую. Прям с Испании? С Мальорки. Вот смотрите, ребят, где стояла форель. Здесь камни стоят. И глубина где-то полметра. И камни стоят периодически здесь местами. Река поворот делает, и течение есть. Такое слабенькое. Она между камнями стояла. Всего здесь 2 форели были. Причем вторая, которая стукнула, она на крючок не засеклась, была больше. Лучше бы она клюнула первая. Чуть-чуть. Конечно, чуть-чуть нам не повезло с уровнем воды. Посмотрите, сколько воды всего. Как, блин, в блюдце. На самом деле, вот это все должно быть вода. То есть 40 сантиметров не хватает уровня. И вот укрытие форели, видите, под корнями. Закидывать можно под берег. Она там прячется обычно. За камнями. Камни полностью в воде должны быть. Сейчас условия немножко другие. Поленился камеру включать. Видите, сколько пузырей. Только что вот так опустил вертушку. Эту колебалку вот так подергал. Форель выскочила и сорвалась с крючка. Ну, поменьше, чем та, Димыч. Форелы-то. Форелы-то. Маза упит. Ну, 2 там не будут стоять никак. Только если 3.
Бывает, они так попадаются. Перекидываются окунем. Да. Вон щука, смотри. О, есть, вот она. Ты понял, она сорвалась с твоей и клюнула на мою. Ты видел, как она клюнула вообще? Поклевку саму. Ну, она, если не ты кинул, Стой. она бы взяла. Все, ушла. Она бы взяла Стой, мою. стой, стой, не двигайся вообще. Смотри, я ее под саком взял. Она, видишь, сразу стояла. Фух. В шоке. Она сорвалась, я ее взял под саком. Ничего себе, под саком бери. Прикол. Да. На форелевой На форель приехали, блин. Ну, я надеюсь, вы видели, да? Хватанула на Димину, встала, повернулась. Я протягиваю, фух, прям видел, как атаковала, все, как стартанула. Ну, может, и вы видели. Я попробую там выкрутить как-то контраст, настройки. Не знаю, надеюсь, видно. Ну и сорвалась, блин. Находясь в шоке, была поймана под саком. Ну и Дима вторая. Вот, блин, 3 щуки сегодня уже. 3 щуки, одна форель. Одна форель очень хорошо ударила, но не подсеклась. И одна форель сорвалась около бревнышка. Очень трудовая сегодня рыбалка. Вода резко упала. Вот. Ну, будем искать сегодня. Сейчас еще только 12:30 дня. Скоро мы дойдем до финальной точки вот маршрута этой речки, которую мы запланировали. И будем думать, на какую речку переметнуться дальше. Еще далеко до окончания дня, так что будем еще ловить. Да, Димон, как думаешь, возьмем еще сегодня? Хотелось бы форель. Хотелось бы. Ну да. Как наши блины без форели-то будут? Без форели. Ну, со щукой, Димыч. Ну тоже ничего. Тоже ничего, да. Но малька очень много. Мальки, форели в реке очень много малька. Очень много. То есть питаться чем есть. И воблеры у нас есть такого размера. Но проблема в том, что провести сейчас этот воблер негде. В связи с отсутствием глубины. Ну ничего, ловим дальше. Отдыхаем же. Поход. Вечерком лагерь, костерочек. Димыч картофельных блинчиков, драников. Как нажарят. С жареной щучкой. А может, форель крупную поймаем, пожарим. Кстати, ту, которую отпустили, можно было брать. Она была 35, может даже с небольшим плюсиком сантиметров. У нас разрешенный размер 35. Но тут ее что-то и так пока немного. Пусть плавает, растет дальше. Не рестится, дает икру. Ух ты! Какая хорошая. Вот это рыбина. Ой, хорошая. Не знаю, видно было на камеру. Она из-под этого корня как выпрыгнула. Перед этим она вот здесь атаковала, что-то била. И вот из-под того корня она выскочила. Смотрите, ну, вот такая. 40 сантиметров. Красавица.
О, вот это дело. Под корешочком. Там еще есть такие корни. Надо их обработать хорошенько. Закинуть под них, конечно, очень тяжело из-за деревьев. Но это того стоит. Ну, блин, атака была красивая. Надеюсь, на камеру будет видно. Она практически вертикально выскочила. Очень красиво. Попробую, может быть, еще одна там сидит. Всякое бывает. Вот под этим корнем не оказалось никого. Попробую еще раз туда. С этого ракурса удобнее кидать. Опа. О, есть еще одна. Ну, отпущу, тихо. Вот такая поменьше, но тоже красивая. Давай, пошла. Давай. Смотрите, как интересно, да? Под одним корнем две рыбы. Большая и маленькая. Ну, кукушка где-то совсем под боком. Но я совсем удивлюсь, если будет еще. Вот, по-моему, цвыркнул кто-то по блесне. Может, веточка, но до этого веточки там я не встречал. Вот такие, скажем так, ямки очень хорошо обкидывать именно... О, есть! Смотрите, ребят. Тихо, подруга. Вот такие приямки очень хорошо обкидывать именно на колебалку. Понимаете, она как бы падает и в свободном падении очень хорошо играет. То есть она позволяет не делать сразу проводку. Она именно в момент, когда тонет, очень хорошо играет. Рыба атакует. Очень нравится. Вот, раз. Смотрите, я катушку почти не крутил. Опа. Ну, в общем, что получается, ребят? Рыба сконцентрировалась в определенных точках. Вода села, и вот она скапливается. Вот в том месте было 2 форели в одном месте. Здесь вообще 3 или 4, сколько я сейчас поймал. В одной вот точечке. Где-то есть большая яма, и она в эту яму собралась. Вот почему там нет, я не понимаю. Но там же идеальное место. Сейчас попробуем еще вот здесь под бревнами обкидать. Должно же быть и тут. Как так-то, блин? Смотрите, какое бревно. Блин, ушла моя форель. Ну, вот эта большая. Я ее положил в этот в подсак. Вот, видите. Подсак положил и перевернул. Вот таким образом.
Вернее, вот так я ее хотел ее померить. А она как стартанула. Не, ну и хорошо. Ну, очухалась, полежала. Молодец. Ну вот. Тут места хорошие, она обратно в укрытие свое уйдет. Сейчас покажу поближе, как эти места выглядят. Очень интересно. Вот, смотрите поближе. Вот эти корни. Там под ними ямы. И в принципе в этих ямах вот такие вот, видите, как здесь вода села. И тут видно, что в корнях есть укрытия. Такие как норы. Ну, кстати, вот яма. Довольно глубокая яма. По пояс. Вот сейчас подойдем, посмотрим туда, где эти все форели тусовались. Вот это место. Вот. Здесь солнышко, а там тенек. Вот. Видите, там какие корневища. Видно, не видно? Вот они, корни настоящие. Вот в этих корнях она стоит, выглядывая мордой вот сюда, на солнышко. Проплывает малек. В моем случае это была колебалка. Сейчас покажу, как колебалка тонет. Ну, тем, кто не знает. Смотрите. Вот бросаем колебалку. Видите? Маленькие форельки нападают. Ну, вот так она играет. То есть вот бросил, она оп-оп-оп, вот только сейчас до дна достала. Хотя глубина 50 сантиметров. У форели вполне хватает времени для того, чтобы атаковать. Рефлексы у нее развиты очень хорошо. Вот. Жалко, не померили, блин. Успела она улизнуть. Ну, это была сантиметров под 40. Такая бутылочка хорошая. Граммчиков 800, наверное. Не зря шел, не зря. 6 километров пришлось до этого места дойти. Но это того стоило. Вот бывает с этой форельной рыбалкой, бывает, что одно место делает весь твой день. Так вот, как на предыдущих видео было с кумжей. Ну, вообще нету ничего, нету. Потом бах, и кумжа 1,5 килограмма. Вот эта борьба, адреналин, и это оправдывает все старания, всю ходьбу. Ну и плюс для здоровья хорошо ходить. Только вот провалился пару раз в эти ямы бобровые. Все время левой ногой. Блин, думал уже несколько раз, что сломал. Дико больно было. Вот. Блин, но место жир. Смотрите, вот как это дерево все-таки нависает. Я с этого ракурса сейчас посмотрел. Посмотрите, каким балконом. Просто огнище. Супер, супер. Ладно, пойдем за Димой. Короче, стоял и там, сделал заброс.
чуть выше тебя корней. Мгм. Корней. Чуковский. Корней. Короче, сделал заброс чуть выше. Веду. Она выскочила, идет следом, где-то Мгм. 50 сантиметров, и не берет. Паузу И я, сделал. нет, я начал медленно вести, потому что она, видно, хочет атаковать. Да, но да. идет. Уже я по песку вот здесь вот веду медленно. Мгм. Просто медленно. И положил она вот на здесь песок. вот взяла. А, здесь взяла? Ну давай измерим. Ну, вот где мой палец. 36. Ну Да, 36. 37. Кто-то ее побил, смотри. Вся рыба почти, да? Не, моя была не побита, вот эта большая. Слушай, Сань. Ну ты и жабры же не побил? Нет, я ничего и не сделал. Ну, давай. О, красавец. Ух ты, красиво, смотри. Ага. Так. Пойдет? Махина, да? Махина, блин. Смотри, чуть где-то тенек, все, ее не видно. Смотри, Пошла. И смотри, туда же в свой корень. Вот там яма, смотри какая, Димыч. Это того стоило. Да. Пощекотала Ну на что, нервишки. поздравляю. Спасибо. Здесь приятно, слушай, мне нравится. Глубинка есть. И по правому берегу такие балконы головлиные у тебя. А по левому у меня что? Щучья травка. О, видел? Смотри, Димон, ты видел? Ты видел? Да. Охренеть. Харань или Харюс, да? Да. О, смотри, вторая тага. Есть. Блин. Щука. Щука, да. Ты прикинь. Вот это прикол. 3 раза атаковала, Димыч. Ага. Реально, мы ее сейчас приманки наберем. Есть, Саня, есть. Есть? Снимай. Съешь, А да, вы- снимай. Отлично. Сорвалась? Не, идет на меня. Ух ты, ничего себе. Саня, помоги подсакать. Да. Красава, только не заряди в глаз блесной. О, какая щучка. Давай, не сорвется, нормально. Слушай, там может быть еще стоит? Ну так, Ну давай я тебе помогу. слушай, но сопротивляется. Даже я так возьму. Но сопротивляется, Димыч, она здесь как этот, Офигенно, да? как хариус. О, смотри. Да. До последнего. Дико сильная. Так, ну вот. Пока что идет неплохо. Переберемся сейчас на другую локацию. Вместо соединения 2 речуг. Вот, может там есть какая-то промоина. Посмотрим, что там может жить. При такой низкой воде любая яма может содержать в себе хорошую рыбу. Попробуем, а потом в лагерь готовить еду, отдыхать, чилить. Ну, может быть, Димыч еще нахлыст покрутит, хоресов половит. На поворот.
Выглядит круто. Выглядит круто. Посередине. Вот, смотри. Не вижу. Вон, напротив тебя. А, вижу, да. Она шла за моей вертушкой. Она в корне пошла, вон она. А может быть большая яма. Ну вот, смотрите, одна речуха. И вот вторая речуха. Образуют они вот эту речку. Здесь хороший был завал, мы его обкидали. Чуть-чуть попробуем. Туда не пойдем, слишком мелко выглядит. Пойдем туда немножко, парочку корней, парочку завалов, парочку струй обкидаем и поедем в лагерь. У нас там тоже есть микроречка. Попробуем на ней еще половить. Тогда мы очень много проверим мест. Вот. Но потом уже отдых. 3 часа сейчас дня. То есть ловим мы уже довольно долго сегодня. Не крупная. Ну, да. Ну что, не оправдала надежд это место. Я имею в виду, на которое мы сейчас попали. И речка очень мелкая. Ниже она полноводная, но что-то как-то вообще никаких атак не было. Вот. Мы хотим попробовать речку около лагеря. Там есть маленькая речуха. Хотим попробовать погулять по ней. Тем более, что надоест, раз пришли в лагерь. А тут, если мы пойдем вниз по реке, вот там, где мы вот сейчас начали, там воды много, но мы боимся, что мы-то жадные с Димоном. Мы как угоним куда-нибудь слишком далеко, что потом придется до машины долго шуровать, а уже не останется ни сил, ни желания на то, чтобы попробовать маленькую речку у лагеря. Я уже не говорю про то, что есть риск не пожарить драники. Вот там есть бобровый спуск. Сейчас мы по нему поднимемся и пойдем к машине, которую мы оставили в лесу. Будем подниматься. Не знаю, видно в камеру, не видно. Димыч, смотри, сколько малька. Форель. Офигеть. Все в мальках. Ну вот на что она, да, сегодня? Хариус, да. Это подземка? Подземка, да. Радужка, Димыч. Взял? Сорвалась. Это была радужная форель. Видели, какие свечки она делает? Прикольно. Ой, блин, ребята, я в болоте. Ой. Саня, есть. Отпускаем? Там аккуратно только, под елками надо лезть.
Тирин. Ручьевая, Дим. А? Ручьевая. Точно, да? Да. Да, смотри. Ну какая. Радужечка. Все время радуется. Ага. Отпускай. Рыгнула на тебя. Отпускай. Ну, давай. Тю. Ну, короче, пока речка радует. Видите, здесь камни большие стоят. Просто огромные. Глубина, ну, вот почти по пояс. Вот такие вот каменюки. Смотрите. Просто, ну, здоровенные. То есть укрытие для форели море, да, Дим? Да. Ручьевая, конечно, себя не показывает, она прячется за камнями, а радужная, она на поверхность выходит, целиком выпрыгивает. Сразу видно, где она пасется, причем она такими стадами. Может быть по 5, по 6 штук. Не факт, что вы все 5-6 выдернете, но одну-две с одного места можно запросто. Если сильно не шуметь и не греметь. И не зацеплять за ветки. Да, Димыч? Да. Так, ребята, ну что, мы в лагерь. Шуруем в лагерь. Дима не может угомониться, он еще хочет пойти около лагеря понахлыстовать хариуса. Ну а я пойду с ним посмотрю, как это красиво получается. Ну что, посидел, передохнул немножко. Пойду посмотрю, как Дима хариуса ловит. Ну, взял спиннинг с собой, конечно, на всякий случай. Хотя, может быть, и зря. Здесь все-таки на сухую муху сейчас. Но, блин, как можно прийти на такую речку без спиннинга? Смотрите. Дико красиво. Ну, просто, блин, сказочно. Аквариумная прозрачность. Ну, тут близко с лагерем, поэтому вытоптана. Форель, конечно, здесь не держится сейчас, по крайней мере. Но хариуса полно. Дима ушел, скорее всего, туда, ниже, к повороту. Ну, там пойду я его и поищу. Пару забросиков надо сделать. Все-таки. Все-таки, ребята. Ничего, батя молодец. Все-таки. На вертушечку. Форелечка. Здесь. На. Димыч, слушай, пошли туда, выше. Я тебе покажу, где я вчера хариуса поймал. Может, вся там на нахлост будет. Здесь, а там, да? Там дальше, да. По всему уровень поменялся. Пойдем сходим. Давай. Но сегодня очень холодно. Может, поэтому хариус не особо. Но не то, что хариус, а подземка в меньшем количестве вылетает. Видишь? Не видно ее даже на поверхности. Не видно. Ну, подземка нет хариуса. Кофейня, да? Вот там, где дерево, ну вот тот акация, видишь?
Ясень, вернее, видишь? Ага. И вот там струя клиновидная. Вот там я поймал. Меняется? Да. Ну ты видишь, что нет выхода. Ну подожди, мы ж только пришли. О, Димон. Так. Удар у меня. Удар, ты что, удар? Всех поймал там, да? Здесь вообще ничего. Сзади за тобой, Денис. Вон. Брось туда. Вон, смотрите. Жирует. То ли форель, то ли хариус, не пойму. По блесне бьет. Блесну переворачивает. На крючок не садится. Попробуем, пока не уколол никого. Пока никого не уколол. То есть не испугал. Одна вышла из-под камня, вот из-под того. Камера не была включена, но такая волна. Удар по блесне. Вон, опять выход. Я думаю, что кого-нибудь мы здесь достанем. Не знаю, кто там выходит. Но кто бы это ни был, мы его возьмем. Ага, удар. Надо, наверное, менять приманку. Вертушку совсем плохо было. Вот на эту колебалочку лучше. Но все равно как-то не так, как хотелось бы. Просто как будто отгоняет. Ну давай. О, целиком выпрыгнула, видели? И там. Такое я даже не докину, наверное. Ну да, все, весь заброс. Ага, подальше.
Ну давай. О, есть, ребята. Ах ты, блин, сорвалась. Блин, хороший был. Очень хороший. Очень хороший хариус, ребята, был. Очень-очень. Не подвела вертушечка. Ну, укололся, конечно, он. Блин, теперь он точно брать не будет. Вон, видали, что творит? Ой, блин. Ну, что я хочу вам сказать. В общем, сейчас тут, кормежка шла капитальная, но, к сожалению, она с поверхности питается. Телефон здесь вообще не берет, вообще нету зоны. Хотел Диме сейчас позвонить, чтобы он с нахлостом пришел. С нахлостом он бы тут, не знаю, 2-3 штуки точно вытащил бы. Вертушку ни в какую. Она бьет по ней, но не ртом, а как бы, головой. Она ее воспринимает как конкурента, который тоже хочет с поверхности жрать, наверное, мух. Вот одну я, правда, тащил, довольно крупная. Точно, 100% радужка. Хариус, не хариус это, очень крупные всплески. Вот. Все, уже поменял 5 вертушек, 4 воблера. Не могу я больше уговорить. Перестала она атаковать совсем. В принципе, уже и бить перестала. Надо идти в лагерь. Ну, это, наверное, будет картошка для тебя. Похоже немножко. Чтобы картошка не темнела, можно сразу потереть луковицу сюда тоже. Да. С чесночочком. На мелкую терочку, да, будет. Потом после блинов обжарим лучок. И на каждый блинчик добавим. Так как лук в дефиците на данный момент у нас на выезде, то будет совсем по чуть-чуть. Блинов ешь сколько хочешь, а лука немножко. Короче, Димыч, приколи. Я нашел поворот там выше по реке. Где я закончил рыбачить, ты пошел дальше. Я пошел дальше и прошел кусочек, по лесу. И там речка делает поворот, больше, чем на 90 градусов. Такой локоть своеобразный. Локоть, получается. да, вот такой вот, правильно. И там росли деревья, и вообще отсутствовал ветер. То есть, знаешь, обычно вдоль реки там дует, вообще не было ветра, и дофига этих таких крупных поденок. Блин, что там радужка вытворяла, просто, выпрыгивала из воды, приколи, выпрыгивала вот так вот. Целиком, не так, как сегодня, да, мы видели? Да, зачем она столько энергии тратит, короче. В общем, я, увидел это, сдалека кинул вертушку. Из-за камня такая, стреловидная, знаешь, когда рыба близко к поверхности, клин, такой, по вертушке, все, не засеклась. Бросаю дальше, второй раз, атака. Больше все, перестала брать. Поставил колебалку. На колебалку где-то 3 атаки у меня было. И все время на эти всплески. На всплеск забросишь, как вот ты она говоришь. Показывается. Раз, да. Сразу есть, Но все время не вот такие удары прямые с потягом, а знаешь, просто дынь, она так дынь, эта вертушка, как будто как конкурент, который тоже, на паденку охотится. И, менял, но в итоге поставил эту маленькую свою хариусятную вертушечку понтоновскую, нулевую, закинул, как вштырило, тоже боковой, но крючочки маленькие, остренькие, где-то зацепилась. Засеклась, да? Да, и пошла, смотрю под водой, такой бок. Но белый. Она интересная, да? Пируэты там вытворяет. Она интересная, она так начала крутиться, и главное, не как, знаешь, ручевая. Ручевая начинает как мясорубка вот так вот фигашить. А это в одну сторону, во вторую сторону, в одну. Сорвалась. Умудрилась она сделать так, что крючок вылетел. Все, больше только видел, что на колебалочку, маленькую поставил колебалочку, что шла сзади. И вот
как я и думал. То есть она обгоняет, здесь ударит, Мгм. притормозит, с другой стороны ударит. Но не ртом, как бы, просто мордой тыкает. Если бы ты был там с нахлостом, ну, не знаю. Не знаю, сколько это было. Я даже, ну, заснял ее на... То есть она реально выходила на поверхность, да, за этой подземкой? Она не то что выходила, она выпрыгивала, она там бурбулила, там не знаю, Ничего штук себе. 9 было. Потому что, ну, в одном месте, во втором и в третьем даже бывало одновременно. Бух-бух-бух. То есть ее там дико много было. Даже один раз было так, что две сразу. Ну, то О есть... чем это говорит? О том, что надо будет посетить то место? На. Обязательно. Ну что у тебя тут, готово? Да. Будешь Яйцо. уже жарить? Яйцо. Блин, я такой голодный, я бы сейчас, знаешь, хлеб и туда макнул бы в этот Мгм. желток с солькой. Картофель, яйца и приправы, соль, перец, чеснок и лук. Все, больше ничего. Ждем, пока нагреется немножко сковородка. Очком жареным запахом. Лучок, чесночок. Все. Высокая кухня. Сейчас сделаем подстилку под наши картофельные блины. Самые нижние, они еще и с жирком. Ну это, Саня, твой. Да? Ну, под это дело, чисто для аппетита, давай будем накладывать. Лучок, смотри какой.
Димыч, прикинь, насколько мы бережем форель. Вот прикинь, насколько уместно было бы сейчас малосольную форель с этими блинами. Или хариуса, да? У нас была возможность любую рыбу сегодня и кушать. Но мы кушаем драники. Долго мы ждали этих блинов. Да. Горит по-тихому. Смотри, какое синее пламя того бревна. Слушай, Димыч, ну похоже сегодня не хариуса день, сегодня форель главенствует. Ну, судя по тому, как происходило на этой речке, так оно и есть, видишь. Судя по всему, Уровень воды упал немного. из-за этого те камни, которые были под водой, оказались на суше. Да, и поменялись очень струи. Вчера, вот где я ловил хариуса, было две ярко выраженных струи. Да. Сегодня только одна осталась. Второй уже не было. И та, которая одна осталась, она переместилась. Да. Соответственно, относительно того рельефа, который на дне, да, хариусу тоже, возможно, стало скажем неудобно так, стоять. По крайней мере, там, где ты ловил его вчера, сегодня его было меньше. Сегодня его Он в было другие места 2 штуки сместился. всего. Ну да. И это не связано с тем, что он там поколот, не поколот. Там рыбы-то хватает. Это связано с тем, что поменялось место стоянки этого хариуса. И опять же, видишь, температура воздуха сегодня холоднее, чем вчера. Угу. Насколько? На пару градусов. И уже вылета поденки нету такого массового. Ну что, ребят, вот и утро, вот и пора собираться. Я очень надеюсь, что фильм вам понравился. С вами был канал Adventures Brothers. Всем пока.